У каждого из нас есть такое место, которое мы считаем своим домом. Не тем домом, в котором мы родились, нет, но домом, который является истинным для нашей души. Впустить вас в это святое для меня и Стаса место — это значит открыть свою душу, показать себя настоящими. Это значит открыть свои истинные ценности и чувства, что в обычной жизни мне никак не свойственно. Этот выпуск про нечто высшее, про то, что не поддается объяснениям и что невозможно вместить разумом и логикой, но можно понять и почувствовать душой. Место, в которое мы с вами в этот раз отправимся, это дом для моей души, дом, который я люблю так, что не могу описать, дом, который зовет меня снова и снова, где бы я ни была. Впервые в жизни мы со Стасом откроем вам дверь в состояние, которыми делились только друг с другом, наедине. Вместе с вами мы будем наслаждаться местами, в которых теряется счет времени, и забываешь, что все еще находишься на планете Земля. Местами, в которых живет настоящее волшебство. В этом выпуске мы вместе побываем в волшебном лесу ведьм, соприкоснемся с самыми редкими и уникальными жителями этого святого острова, пройдем десятки тысяч ступеней и встретим восторгающие душу закаты и рассветы. Мы с вами побываем на краю земли и откроем двери в настоящий природный рай, который раньше, скорее всего, многие из нас встречали только на страницах книг. В этом выпуске мы с вами отправимся в гости к небесам. Никогда еще раньше я не видела океан, и встреча с ним была моей главной мечтой. В 2020 году, после переезда в Германию, с нами случилась первая Португалия. Именно она изменила абсолютно все в нашей жизни. Португалия — это единственная страна, из которой я уезжаю, чтобы снова и снова вернуться, где бы я ни была. Этот выпуск не просто про океан и про любовь, этот выпуск про любовь в квадрате. Потому что Мадейра для меня — это как две Португалии, и каждая из них мне дорога. И прежде чем мы с вами пойдем глубже в более высокие материи, я начну с простых вещей. Дорога сюда занимает тучу времени и сил, как обычно у нас это случается. Мы со Стасом за один день сменили аж 3 аэропорта, целых 3. Накрутили сотни километров серпантинов и тоннелей. Так что успели устать, отдохнуть и снова устать. Ох, ребятушки, тоннелей здесь столько, что невозможно вместить в описании. И если мы со Стасом покажем вам их все, это займет весь выпуск целиком. Так выглядит местный автобан. И дороги здесь, кстати, очень хорошие и невероятно красивые. Вообще запах прожженного сцепления или стертых шин — это почти норма здесь. Едешь и чувствуешь себя как каскадер в Голливуде. Сам остров мы со Стасом увидели только на второй день, потому что оба наши рейса, и основной, и пересадочный, задержали. Мы прилетели аж в 3 часа ночи, поэтому сорри за мой такой ушатанный, почти пьяный голос. А еще сама машина, которая катала нас все это время, ей тоже можно посвятить целый выпуск. И сейчас вы поймете почему. Как на колонке прям колхозишь. Давай качай, качай. У тебя бицуху показывала всю дорогу никакую. Мощную. Я так бабушка за водой ходила в колхозе. Звук, ребята, слушайте, наслаждайтесь. Где вы такое еще услышите? Я последний раз так с дедушкой каталась на тракторе, когда мне было 4 или 5 лет. Мы со Стасом, кстати, отвыкли от механики. Здесь нас тоже ждал сюрприз.
Например, когда машина глохла посредине горы, а Мадейра — это одна сплошная гора, мы оба вслух и про себя вспоминали все виды молитв и грязно ругались по-котовски. Дышим глубже. Вот вам йоги, практики. Нервы проверяют. Сейчас мы проверим, как мы доедем. Тут капец, короче. Я не знаю. Главное не смотреть вниз. Не надо туда. Не надо туда смотреть. Матерь Божья. Как тут разворачиваться? Вот туда, наверное. Дарин. Я не знаю, как так вообще возможно. Но здесь может ребятушки по этим дорогам только вездеход проехать. Я не знаю. Это чокнуться можно, честное слово. Вот Надо было машину поменьше. со всех сторон одни обрывы. И, я не знаю, склоны. Во сколько здесь? Мадейру впервые я увидела вот такой. И если Творец, придумывая землю, куда-то и добавлял красивые места, то Мадейре их досталось больше всех. Я оставлю вас здесь, прежде чем мы поедем дальше. — 23 сентября 1433 года остров впервые появился на карте мира, и теперь мы можем его видеть во всей красе. Святое это слово «Мадейра» означает «лес». Как говорят португальцы, «Илья да Мадейра» или «Лесной остров». И вот тут его название оправдано. Остров и правда утопает во всех оттенках зеленого. Здесь столько жизни, что хочется глубоко и медленно дышать. Я даже реально не думала о том, что здесь пахнет. Я не думала. А когда ты сказала, Дарин, как тут пахнет, я сделала так вдох, и я почувствовала, как у меня диафрагма прям растянулась, аж вся. Слушай, а вот очень интересный вопрос. А чем для тебя пахнет Мадейра? Океаном, солью, свободой. Свободой пахнет. Такого изобилия лесов природы мы со Стасом еще никогда не видели. Облака здесь в прямом смысле спускаются с небес на землю. Меня не покидало ощущение, что мы попали в затерянный мир, который описан в романах Конан Дойлом или Жюлем Верном. Все детство я зачитывалась этими книгами, думая, что такого просто не бывает. А теперь стою и своим глазам не верю, что это не книга, не сказка, а жизнь, реальная, настоящая жизнь. Природе острова хочется уделить особое место. И природа — это слово здесь самой большой буквы. Самые известные леса здесь — это лавровый и кедровый. Да, лавровый — тот самый, из листьев которых у нас принято варить суп. Эти деревья — символ острова, и ими тут очень гордятся, чтобы дать вам прочувствовать и показать все великолепие этих лесов. Мы с вами отправимся в хайк поэтичным названием «25 водопадов». Ах да, поэтичное у этого хайка не только название, но и сама дорога к ним. И нам здесь интересна вот эта конструкция. Называется она Левада. Благодаря им весь остров пьет свежую, чистую воду прямо со склонов гор. Левада — это что-то наподобие римских акведуков, но на португальский манер, с португальскими фишками. Построены они аж в XVI веке и в прекрасном состоянии сохранились до наших дней. Проходят эти штуки по самым живописным местам острова и напоминают мощную сеть чистых кровеносных сосудов. Поэтому сама Мадейра не только выглядит, она еще и ощущается живой, в том числе и благодаря своей живой воде. В этом хайке нас со Стасом ждали неожиданные сюрпризы, разные приятные сюрпризы. Из-за того, что на Мадейре почти вечное лето, сюда на зимовку прилетают много пернатых ребят. В этом спрятанном от всего мира месте мы со Стасом нашли вот эту крохотульку. Ну посмотрите, какой сисечек! Размером она почти с мизинец.
Это мадейровский королек. Красиво. Мы сейчас повстречали местный wildlife. Я даже не знаю, какой это вид воробьев. Они такие сисечки, такие, прям как бы масики, такие пушистенькие сисечки. Вот. И они такие френдли, такие контактные. Я прям даже не знаю. Вот правда чихают, слышали? У нас, вот сколько мы лазим за ними по кустам, стоит нам чуть-чуть шарохнуться, не знаю, порошком постирать одежду, они сразу все улетают, потому что они чувствуют запах за километры. Здесь ты подходишь к ним вот метр, расстояние даже меньше, и они на тебя смотрят, что-то с тобой чирикают. Когда мы пошли дальше, чтобы успеть дойти до водопада и вернуться обратно, пока не стемнело, случилось еще одно чудо. Большое чудо. Наверное, именно эти моменты стали одним из самых счастливых для нас обоих в этой поездке. Имя у этого чуда — зяблики. Никогда еще я не ощущала такую сильную связь с природой. Хотя мы со Стасом бываем в ней каждый день. Нет таких слов, чтобы передать вам этот момент прикосновения этих невесомых крыльев, этих маленьких лап на моей руке. Поэтому давайте просто насладимся этим волшебством вместе. Я стараюсь не дышать и не двигаться, потому что я боюсь, чтобы они боялись, чтобы они не испугались. Они тут со всех сторон от меня тусят, вот тут сидит сисек прям рядом. Нет. Ребята, никогда в жизни ничего подобного я не пробовала. У меня, конечно, были всякие experience wildlife, но такой я не могу это просто передать. Это такое доверие, эти маленькие лапки, эти глаза. Это называется учиться у них. Я, наверное, до конца жизни буду им благодарна. Ты видела это, да? Скорее всего, потом все наши подписчики будут рыдать вместе со мной. Сорян, ребята. По-другому никак. Наполненные до краев состоянием восторга, мы прошли со Стасом еще 5 километров вверх и вниз с рюкзаком, набитым камерами и объективами весом более 5 килограмм. Но на 25 водопадов мы все-таки не попали. Вход был платным, и выяснилось это только в конце дороги. Мы не увидели 25 водопадов, но увидели один, и он для нас по чувствам был, как все 25. И это тоже можно назвать еще одним большим чудом в этот особый для нас день. Всей этой природной красотищей Мадейра обязана вулканом, спящим вулканом. Поэтому пляжи и песок тут черного цвета. И когда впервые прикасаешься к нему ладонями или ходишь босиком, ощущаешь, какой он теплый, как будто сидишь на теплом чайнике, который ласково с любовью заварил для тебя близкий человек. Место это очень медитативное. Тут забываешь обо всем мирском. Вулканы тут натворили всякого разного, и от них здесь очень много пользы. Во-первых, это плодородная почва, богатая минералами. Поэтому здесь рай для всех любителей фруктов и овощей. И вкус у них такой насыщенный, что вообще не хочется есть сладкого. Хотя Мадейра, как и Маврикий, когда-то тоже производила сахар, и с десертами тут, естественно, все в порядке. Но местные продуктовые магазины — это достопримечательность. И еще какая. Вот как так португальцы умудрились на таком крошечном клочке земли вместить все это райское неземное? Один этот маленький остров
обеспечивает фруктами и овощами полконтинентальной Европы и всю континентальную Португалию. Представляете, сколько любви здесь вложено даже в сельское хозяйство? Под большим впечатлением от местных вкусов мы решили узнать, как же все это великолепие тут растет. И отправились на экскурсию на фруктовую ферму. Да, оказывается, такие тоже бывают. И если бы я знала заранее, как мы попадем на эту самую ферму, то, скорее всего, бы слилась и отказалась. Дело в том, что я боюсь высоты. Особенно пропасти. Ну, знаете, такие, где под тобой бездна, ничего не видно. И как вы понимаете, именно полет над такой вот пропастью и бездной и был тот самый входной билет в этот мадейровский оазис. Ноги и руки тряслись нафиг, Господи, благослови. Ну что ты, матерюсь я, да? Главное не смотреть вниз. Ты сам весь покраснел, ты себя видел. Мне тоже страшно. Поджимаем все. Ой, Господи, ну почему же они любят такие места-то? Но я ошибалась, ребятушки. Ошибалась. Сейчас я понимаю, что приехать сюда было одним из лучших решений в моей жизни. Да, смелым, немного бесшабашным, но правда стоящим. Во-первых, я узнала много такого, что никак не укладывается в моей голове до сих пор. Например, как растут бананы или как правильно резать манго, чтобы сохранить весь его сок. Оказывается, это тоже наука. Как эти самые бананы и манго доставляют отсюда в другие страны. Ну и самое главное, что их опыляют здесь особые существа, встреча с которыми была моей мечтой больше 5 лет. Про них расскажу вам чуть-чуть попозже, будет вам интрига. На ферме у нас случилось одно интересное мероприятие – дегустация. Из всей этой вкуснятины больше всего мне запомнилась манго, которая как будто и не манго вовсе, не такое манго, которое я привыкла есть и которое когда-либо пробовала, а самый вкусный и сочный кокос, который только можно представить. Видали, какой еж? Как он пахнет? Божественно, как боженька. А еще вот эта бразильская вишенка, которая вообще не вишенка. На вид она как маленький помидор, а на вкус как нечто такое, что меняет свои вкусы каждый раз, когда ты ее ешь. От кислого до сладкого. Кстати, если бы я была владельцей португальских авиалиний, то первым делом включила бы в меню для пассажиров местный манго, бананы и авокадо, чтобы вкус острова и самой жизни на нем можно было почувствовать уже на борту самолета. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь португальским авиалиниям. Про аэропорт хочется упомянуть пару интересных фактов. Назван он в честь Криштиану Роналду, который родился и вырос здесь. А во-вторых, это самый экстремальный аэропорт в мире из-за его единственной короткой взлетно-посадочной полосы. Когда мы снимали эти кадры и вблизи наблюдали, что творит самолет, чтобы сесть и взлететь, я все время скрещивала пальцы. Обратите внимание, тормозить самолет начинает, зависая в воздухе, поэтому в рейсы на Мадейру летают только самые опытные, профессиональные пилоты. Чтобы облегчить им жизнь, эту самую взлетно-посадочную полосу продлили. И вот тут мы снова удивляемся и ахаем от мастерства всех тех, кто обеспечивает эту гениальнейшую инфраструктуру на острове. Представьте, сколько тонн выдерживают эти столбы. А что еще удивительнее, под взлетно-посадочной полосой спрятан целый гараж для гигантских парусных яхт. Ну где еще такое увидишь? Но вернемся к вулканам и всей их архитектурной братьи. Сейчас вы поймете почему. Чтобы показать вам чудеса природной архитектуры, природа здесь главный архитектор, мы отправимся с вами в еще один необычный хайк. Да, опять в хайк. Мадейра — это вообще про один сплошной хайк. Это мыс Сау-Лауренсо. Самое пустынное место Мадейры
Здесь голое, бедное в растительном плане место, но очень богатое кое-чем другим. Мыс этот полюбили вот эти представители пернатых, за которыми нам со Стасом было особенно интересно наблюдать. Посмотрите, какие они потешные. Сняла. Мальчики. Задолбала. Как соседи зрели. Ага. Офигеть, какие кадры. Среди них тоже есть своя звезда — буревестник Фрейра, одна из самых редчайших исчезающих птиц мира. И вот тут с нами произошло еще одно чудо. Потому что эти ребята подпустили меня настолько близко, что впервые в жизни Стас попросил меня поменяться с ним местами. Он хотел отдать мне дрон и забрать у меня камеру. Сам мыс Лауренцо — сказочно красивое атмосферное место. Край земли во всех смыслах. Мы ехали сюда часа 2 по серпантинам, прошли более 1000 ступеней вверх и вниз. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как встала на следующий день и пошла на очередной хайк. Но в награду мы получили вот такие головокружительные закатные виды. Оно того стоило. Правда. Я до сих пор не могу поверить, что такое вообще возможно увидеть своими глазами. Некоторые участки пути на мысе проверяют нервы на прочность, как и вся Мадейра. Тут есть и пропасти, и высота, но чудеса вокруг с лихвой компенсируют все затраченные силы. Как-то раз я упомянула здесь, что Мадейра — это место, где облака спускаются с небес на землю. В буквальном смысле здесь меня не покидало ощущение, что я гуляю в облаках. Чтобы увидеть это нагляднее, мы хотим показать вам лес ведьм на Фанале. Да, волшебство здесь творится на каждом квадратном сантиметре острова. Его так и называют, кстати, Witch Tree Forest. И тут название говорит само за себя. Атмосфера этого места вызывает гигантские мурашки. И, как обычно на Мадейре, здесь случается это особое чувство восторга. Как такое вообще может быть? И ты будто попадаешь в фэнтези-кино. Сама дорога на Фанальский лес и окрестности вокруг — это тоже настоящая магия. Магия, которую творит здесь природа в живом режиме. Здесь буквально чувствуешь себя на небесах и снова гуляешь внутри облаков. Чтобы снять эти кадры, мы приезжали сюда трижды, потому что главный волшебник этого места, Туман, оказался невероятно быстрым и неуловимым. Туман здесь великий художник. Он творит самые, что только можно представить, шикарные картины. Сначала он прячет все под своим покрывалом, и ты будто плывешь в стакане с молоком, где все вокруг белое и вообще ничего не видно. А потом открывает тебе мир, от которого текут слезы на глазах. В одной из таких попыток снять ведьминский лес мы поймали еще вот это. Теперь вам станет понятно, почему Мадейру называют Гавайями Европы. Здесь, кстати, живут самые милые из всех, которые я только видела, стада коров и кроликов, утро которых начинается не с чашки кофе или чая, как у нас, а с хайкинга по левадам. Поэтому название у этого места хоть и настораживает, но оно все-таки доброе из его приветливых и таких милых жителей. Мадейра — это правда небеса. Нам не было здесь легко,
Мы уставали, как собаки, стрессовали из-за дорог, не спали, вставали аж в 5 утра. Каждый божий день проходили сотни, тысячи ступенек вверх и вниз. Часов по 5 проводили в дороге по серпантинищам. И поверьте, спать очень хотелось, а мерзнуть и карабкаться вообще не очень. Но каждая секунда этого пути стоила того. Мадейра — это небо на земле. И чтобы вы окончательно убедились в этом, мы хотим показать вам еще одно волшебство. Про Ачада-да-Крус хочется рассказать отдельно, потому что с этого места и началась когда-то Мадейра. Оно спасло множество людей от кораблекрушения и считается старейшим поселением Мадейры. Здесь, кстати, до сих пор живет около 160 жителей. И многие из них раньше вообще не пользовались подъемниками, потому что их здесь просто не было. И, наверное, я понимаю сейчас все эти 160 человек, которые выбрали здесь жить. Я думаю, вы тоже сами это видите. Почему? Еще из необычной архитектуры мы нашли на острове вот этого скалистого красавца. Это Рибьера-де-Жанелло. Очередь к нему за фотографиями выстраивается еще на парковке, а количество вспышек вокруг может позавидовать даже самая именитая мировая звезда. Создана Рибьера-де-Жанелло и другие подобные товарищи из застывшей вулканической лавы. Поэтому у них у всех такие необычные формы. Есть кое-что еще, что скрыто от глаз туристов и, возможно, не так популярно здесь, что во 100 крат меньше, но не менее ценное. И когда я увидела их впервые, то не поверила, что так может быть. Этот природный парк — дом для самых красивых, самых редких и самых волшебных бабочек в мире — монархов. Когда я впервые увидела летящего монарха вживую, я долго терла глаза и думала, что мне показалось, потому что такое просто никак не может быть. Никак. Ребята, это было почти невозможным, потому что они чаще всего летают над пропастями, в местах, недоступным человеку, и вот этим вот всем местам, которые я очень люблю. Вы знаете про мой страх высоты. Но, видимо, сама Вселенная хотела, чтобы мы показали вам это чудо, и чтобы мечта моя исполнилась так, как я даже не могла представить. Еще раз, помните про мой страх высоты, бездны, там всяких вот этих вот пропастей глубоких? Да, все верно, вы догадались. На той самой ферме, спуск на которую был для меня как кошмарный сон, меня ждало то, что я так давно искала. Именно монархи и есть те самые волшебные создания, которые опыляют здесь фрукты, прям как у нас пчелы. Поэтому я с трясущимися от волнениями руками подходила к ним, подползала и снимала эти кадры. Ребята, она не летит, она парит. Крылья ее широкие, такие легкие, легусенькие прямо. Но бабочка эта мигрирует на гигантские расстояния из Северной Америки и Южной Канады аж в Мексику. Они за раз могут пролетать до 5000 километров и лететь по 2 недели подряд. Иногда они летят сами, иногда мигрируют через корабли. Представляете, насколько они умные, насколько они величественные. Поэтому само слово «монарх» хочется произносить с восторгом и придыханием. Монарх. Это какой-то, я не знаю, я не знаю, что здесь происходит, что этот остров вообще творит, потому что я столько лет загадывала этих бабочек, я их и визуализировала, и на карты всякие лепила, и вот есть такие всякие доски, да, меч, я и туда ее везде
Но я даже вообще не могла представить, что я увижу ее здесь, потому что, во-первых, сейчас не сезон, и сезон бабочек здесь летом, это раз. Во-вторых, дело в том, что это настолько редкая штука, что ее можно достать только в Южной Америке, в Мексике, например, да, в сезон их миграции, либо на Гавайях. Но мы с вами не на Гавайях, мы с вами на Мадейре. И застать вот сейчас эти кадры, это какой-то, мать вашу, National Geographic. Я не знаю, я ж не дышала. Я там, по-моему, все сейчас на этой ферме наблюдали, как я лежу на спине и своей блузкой. Я прополоскала здесь весь крестьянский пол, потому что передо мной был монарх. И я не могу вам описать это чувство, когда ты видишь, как они летают. Дышать аж прям забываешь дышать. Я думаю, вы эти кадры никогда в жизни не забудете. За все время нашего путешествия мы практически не касались столицы острова, города Фуншал. Когда первый раз мы сюда приехали, после недели уединения с природой, город показался нам очень шумным. Хотя здесь живет чуть больше 100 000 человек, и для кого-то это не город и вовсе. Поэтому мы отложили его на самый последний день. Мы редко показываем города и столицы, потому что я и Стас больше про природу. Но Фуншал — это наше большое исключение, потому что в самом его центре нашлось место чудесам, восхищающим даже многократно повидавшего мир путешественника. Ну, вы поняли, в духе Мадейры. Само слово «фуншу» переводится с португальского как «фенхель», а «ал» указывает на его большое количество. Город назван в честь плантации фенхеля, которого раньше здесь было как пингвинов в Антарктиде. Мы хотим вам показать нечто интереснее. Вот этих вот ребят. Это Каррерас, визитная карточка Мадейры, с которой наверняка вы уже знакомы. Каррерас — это парни, которые раньше помогали довозить груз из округа Монте до столицы Фуншала. Горки здесь громадные, и тащить на себе столько всего вверх и вниз — то еще удовольствие. Мы вот потащили рюкзак с 5 килограммами и ощутили на себе. Но благодаря Каррерас путь из Монте до Фуншала стал гораздо комфортнее. Эти парни придумали такой способ, как доставлять все самое вкусное и ценное с удовольствием, на релаксе. И вот это тот самый случай выхода за рамки и границы. Потому что сани здесь используют летом. Да, сани, ребята, настоящие сани, которые мы привыкли видеть зимой. Покататься на них в этот раз у нас со Стасом не получилось. Потому что посмотрите, какие очереди. Они сюда просто безграничные. И мы хотели успеть на самолет, но увидеть все самое интересное и показать вам мы все-таки можем. Но приехали мы сюда для того, чтобы показать вам нечто невероятное и снова волшебное, как сама Мадейра, что у меня лично ассоциируется с состоянием большущей, всезаполняющей любви. Добро пожаловать в Монте-Пелос, ребятушки! Когда обычно слышишь слово «сад», представляешь что угодно, но не это. Потому что сад на Мадейре — это не сад, а рай. Такие сады я не то что в кинотеатрах, но даже в своих снах не видела. Монте-Пелос входит в десятку самых красивых ботанических оазисов мира. И вот это тот самый случай, когда это чистая правда. Сам дворец местные жители отдали под искусство, и найти здесь можно все. От африканского до метафорических абстракций, на любой вкус. Меня сильно удивило вот это сердце, которое сделали из пластиковых ложек, ножей и вилок. Оказывается, так тоже можно. А это остров, и здесь всего лишь 254 000 жителей, и они такое вытворяют. Творчество здесь точно не имеет границ. Монте-Пелос — это 70 000 метров растительных чудес. Здесь есть все, и даже больше. Каким-то чудом здесь воссоздали озера и водопады, которые по чистоте воды напоминают альпийские. В озерах этих живут рыбки-кои, которых можно даже разглядеть. Рыбки эти известны тем, что живут более 100 лет. Думаю, здесь на Мадейре наверняка все 200, потому что вокруг такая красота. Эх! Сами сады Монте мне лично напоминают буддистские японские храмы.
Тут даже статуя Будды есть. Помните, я сказала вначале про любовь? Здесь это чувство витает в воздухе. Эти уточки по фэншую — самый сильный, самый яркий символ взаимной любви, семейного счастья и верности — это мандаринки. Я вижу их 3-й раз в жизни, но каждый раз восхищаюсь как первый. Эти уточки заводят пару на всю жизнь. Поэтому про них есть множество романтических легенд. Одна из них связана с императором из Китая, который со своей возлюбленной превратился в этих самых уточек. Другая про то, что Будда в детстве по преданиям с ними играл. В общем, ребята, они просто классные. Поэтому они и такой важный символ и по фэншую, и для искусства всего Китая и Японии. Помимо мандаринок в саду живут еще и пары лебедей, белых и черных. Но самое интересное, что мы тут нашли, приготовьтесь, сейчас будет еще одна моя мечта, это фламинго, ярко-розовые, как в сказках из Диснея про принцесс. Настоящие фламинго. Они здесь такие открытые и так близко подпускают к себе, что нам оставалось только восхищаться и любоваться ими. И мы приглашаем вас сделать то же самое вместе с нами. Сам Монте-Пелос — это оазис жизни. И, конечно, пару часов на него нам оказалось мало. Если вы решите сюда приехать, то, пожалуйста, посвятите ему хотя бы 1 день, потому что место это прекрасно. Кто самый счастливый человек на земле? Как оно? Слушай, столько кокоса и ананаса, ребята. Это самое вкусное в этом. Как я сказала в самом начале, Мадейра — это место, которое невозможно понять логикой, разумом, но можно прочувствовать душой. Мадейра для меня — это место чувств, особых чувств. Ее не нужно объяснять, но ее стоит чувствовать и слушать. Ну что, ребятушки, я сижу перед вами, это значит, что пришло время итогового обзора всего острова, и пришло время сказать прощай этому месту, что мне ужасно не хочется делать, потому что в этом месте я нашла очень много, мы вместе со Стасом нашли здесь очень много для себя, и очень тяжело отсюда уезжать. Несмотря ни на что, мне ужасно грустно. С одной стороны, мы устали как собаки, потому что каждый день мы проводили по 5 часов минимум в машине, в дороге. А дороги здесь — это ого-го, и вы уже это видели. Мы со Стасом обнаружили, что якобы есть самая опасная, самая страшная дорога на Земле. Она находится где-то в Новой Зеландии, и уклон у нее там 38 градусов. И хочется передать привет в Новой Зеландии из Мадейры, потому что на дорогах с уклоном 36 градусов и более мы ездили на Мадейре. Вот, понимаете, да, как насколько это поджать внутри все булки, собраться и ехать дальше. И еще здесь, в принципе, было непросто, потому что каждый божий день ты проходишь сотни, я бы сказала, даже 1000 ступеней. Потому что Мадейра — это горы. Это постоянно куда-то лезть, вверх и вниз, и так каждый день. И поэтому поднимать себя с утра в 5 утра для того, чтобы снять все эти кадры, которые вы видели, было непросто. Вот так вот поднимаешь, думаешь, сейчас я открою себе глаза и пойду дальше. Я соберусь, я это сделаю. И вот каждый день мы со Стасом, я не знаю на чем, что мы там ели, на каком топливе мы снимали этот выпуск. На самом деле, мне кажется, что вся моя жизнь до Мадейры, она стоила того, потому что если бы я не делала все то, что я делала, не ела бы такую еду, не занималась каждый день спортом, я не думаю, что я бы, может быть, вывезла это место. И все случается вовремя. В моем случае Мадейра случилась со мной в самое идеальное для меня время.
Стоило ли оно того вот это вот лезть каждый день? Я думаю, что да, каждая секунда. Потому что в конечном итоге все путешествия — это про открытие, это про исследование, про то, чтобы обрести здесь себя, возможно, забрать то, что твое, в том месте, в которое ты едешь. Это место было про дом. Мы презентовали здесь вам свои ценности, что было не просто открывать свою душу, впускать вас внутрь. Это нелегко. Это выход из зоны комфорта. Очень сильный выход. Про проявленность. Этот выпуск вообще про проявленность своих талантов, про какие-то свои внутренние душевные штуки, которые не принято рассказывать другим людям. Про то, что обычно прячешь внутри себя. И вот, наверное, в этом выпуске я раскрылась, я открываюсь вам сейчас. И мне это, поверьте, далеко не просто. Очень часто про Мадейру говорят, что это Гавайи Европы. Вы знаете, мне не нравится это выражение, потому что, быть может, Гавайи — это Мадейра Америки. Настолько уникальное это место, что очень трудно его сравнивать с чем-то. Его сравнивают со всем, чем только можно. И с Бали, и с Гавайями. Но я думаю, лично на мой взгляд и вкус, это абсолютно уникальное место. Я не знаю, как я буду путешествовать после, потому что найти такую другую Мадейру — это как будто impossible. Вы знаете, как будто я не знаю, как это возможно. И сколько не описывай здесь свои чувства, сколько не готовься. Мы со Стасом столько месяцев готовились к этому путешествию, целый год, наверное. Писали сценарии, референсы, исследовали, читали. Но здесь все по-другому. Все по-другому. И когда ты сюда приезжаешь, ты понимаешь, что это вообще не так, как тебе кто-то говорит или как описывает. Поэтому я не даю вам советы. Поэтому мы не говорим вам: иди сюда и делай то, и будет тебе так. Не будет. Потому что каждый из нас и каждый из вас, кто сейчас смотрит этот выпуск, вы абсолютно уникальны. Мы все разные. И Мадейра, она показывает про то, как вот эти все контрасты, вот все это может сочетаться. И как круто из этого разворачивается жизнь. Наверное, это остров контрастов. Для меня Мадейра — это про два «не». Это неизвестность, абсолютная неизвестность. Это непредсказуемость. Потому что Мадейра — это остров вызовов. Каждый день ты проходишь через миллион страхов. Столько страхов. Страх контроля, например, у нас такой был. Вот как мы не пытались ее контролировать, не знаю, в узду ее посадить, уздечку на нее накинуть, знаете, как на лошадей, там, выдрессировать. Это бесполезно, потому что этот остров дрессировал нас. И мы учились подстраиваться под него. С одной стороны, да, мы там напланировали, выперли такие сценарии, там трехэтажные кадры, сейчас мы тут снимаем, и вот мы приходим в место, а там не так. Вот не так, как в референсе, не так, как мы планировали, не то, что мы там по сценарию. Все здесь шло не по сценарию, абсолютно. И первые дни я снимала как-нибудь, пока Стас въезжал, включался, пытался въехать, что вообще происходит, потому что ему, мне кажется, здесь было немножко посложнее в плане контроля. Я снимала хоть что-нибудь, потому что мы не знали, во что в конечном итоге выльется этот выпуск, и что у нас получится, и какие локации мы вам покажем. Мы этого не знали. Но я думаю, что получилось идеально. Это страшное слово, потому что в мире ничего не идеально, но я думаю, что это у нас получилось. В этот раз у нас получилось передать вот эту жизнь, такую, какая она здесь есть. Потому что для меня, лично для меня, в жизни нет ничего стабильнее, чем развитие и неизвестность. Я кайфую от этого. Для меня это какое-то личное счастье. Вот в этом всем быть. Быть в абсолютной неизвестности, в абсолютной непредсказуемости. Ты не знаешь, что будет завтра. И поэтому мы возили с собой весь гардероб. Вот весь, да. Мы приехали, посмотрели, подготовленные такие. И поняли, что мы нифига не подготовлены. И поэтому мы просто таскали с собой все чемоданы, все одежды, потому что сейчас вот светит жара, например, сильное солнце, да, там долбануло под 30 градусов жары, а сейчас ноябрь, на минуточку, да. И 10 минут мы проезжаем
отъезжаем от места, и там начинается сильный дождь и ветер. И ты понимаешь, ё-моё, мне нужен дождевик. Еще 10 минут отъезжаешь и понимаешь, что там как бы морозит, потому что 10 градусов. И холодно. И ты одеваешь на себя свитер. Еще отъезжаешь, там вообще туман и ничего не видно. И нужно как-то сделать так, чтобы было видно эти кадры, которые мы вам показывали. И мы таскали с собой все и сразу. Я думаю, что Мадейра — это отражение самой жизни, такой, какая она есть. Я не знаю, верите ли вы в то, что есть что-то большее, что мы все сюда пришли, воплотились, да, верите ли вы в душу, потому что весь этот выпуск был изначально для меня показать вам про душу, да, про дом души. Я верю, и поэтому мне хочется сказать, что, наверное, Мадейра — это про джазинг. Такой термин — джазинг. Когда ты приходишь в этот мир, тут все уже как-то устроено, каждый, не знаю, строит свои какие-то реальности. Все у всех абсолютно разное. И ты вот сюда как-то вливаешься и учишься создавать свое, изобретать свое и играешь свою мелодию. Такая импровизация. Вот Мадейра для меня про этот самый джазинг, про импровизацию. И весь этот выпуск, он был про импровизацию, потому что как бы мы ни готовились, это бесполезно. И я хочу сказать вам еще раз, что я не буду давать вам советы, куда вам идти и что вам делать, потому что свою Мадейру вы откроете сами. Каждый из вас, кто смотрит этот выпуск, я уверена, что вы настолько уникальны, мы все настолько разные, но я еще раз повторюсь, в этом наша сила. И, наверное, путешествия, они для того и нужны, чтобы открывать эту самую силу, чтобы находить вот этот свой уникальный талант и каким-то своим способом, своим образом нести его миру. Я вообще про тех и из тех, кто изобретает свой велосипед. Ну вот говорит, зачем изобретать свой велосипед, все уже давно изобретено. И казалось бы, столько выпусков про Мадейру, ну что тут можно показать, но уже все показано. Но, ребята, сама Мадейра, она настолько уникальна, настолько необыкновенна, что не хватит и миллионов выпусков для того, чтобы показать ее уникальность. Потому что каждый, кто приезжает сюда, он открывает свою Мадейру, открывает самого себя. Я вам хочу пожелать найти такой дом для своей души, как я его нашла. Потому что каждый из нас, кто сюда пришел, на эту планету, имеет здесь такой дом. Имеет место, в котором он чувствует себя собой, чувствует себя свободным. Я уверена, что вы его найдете. И пусть этот наш выпуск вдохновит вас искать. Потому что то, что вы ищете, ищет и вас тоже. Я вас обнимаю, и мы с вами едем дальше. Если это видео вдохновило вас, пожалуйста, поддержите нас и подпишитесь на наш канал. Мы будем благодарны вам за это. И это будет мотивировать нас снимать больше таких вот концентрированно мудростных выпусков. До новых встреч! Вы куда стоите? Что там у вас? Какой хайкинг? 25 водопадов видели? А нафиг. Холодно. Кто, блин, с собой куртки не брал? Давай. Пущай птички летают, а мы погреемся. Живой, родной, зайчка, весь мокрый, капец. И все ради кадров, чтобы вам показать. покажи пульт, он весь тоже. И ты, Стас, и пульт, и все, короче, в воде, ребята. Ой,
Вот оно мне надо, ну вообще, ну, может, Стас сам поедет, а вы так посмотрите. Да ну нахрен, да ну, ой, блин, ребята, это капец. Километра 3 в горку точно. Горку, сейчас будем качать Ягодички. ягодички, ягодичку левую, ягодичку правую. Че я вам там говорила, трек легкий, да? Не, неправда. Дарья, нам еще километр остался. Даже, наверное, 1,5. И мы справимся. Горка. Че я зря, что ли, тренируюсь? У нас уже половина успеха, мы хотя бы нормально оделись. Мы хотя бы нормально оделись. Завтра обнаружим еще, будем с собой брать Мы ничего наличку. не ели практически. Мы не завтракали сегодня. Сколько время? 3 часа дня. 3 часа дня. Едем на своих двоих. А вот это сервис для тех, кто умный. Слушай, отличный кадр. Почему мы все время лезем? Мадейры не такие. То мы лезем, то мы премся, то несемся. У нас когда-нибудь в жизни будут спокойные путешествия. Тюленях, наверное, тоже не будет, да? Держите там за нас, как говорится, фингерс кросс, чтобы А что такая красная? Я пила чай с мятой. А при Ну чем тут и это? ждала пересадку долго, видишь? Не пускали нас. Что делаешь? Медитирую. На что? Ой, это оказывается кайф. Иметь свою собственную стиралочку. Да, у нас в Германии нет стиралки.